Любой производитель фототехники хочет вдогонку с камерой продать вам еще как минимум парочку объективов. Поэтому использование сторонней оптики всегда связано хоть и с небольшой, но обязательной порцией страданий. Какие проблемы ожидают вас при использовании сторонней оптики, я расскажу сегодня на примере Viltrox 33 мм 1.4 под Fuji. Камера и объектив общаются между собой через несколько контактов. Делают это не по определенному закрытому протоколу, который знает только производитель камеры. Единственное исключение – это Sony. Когда их линейка E-mount была на грани провала, компания бесплатно открыла протокол тем, кто был готов делать под него оптику и подписать соглашение о неразглашении. Поэтому для владельцев Sony это видео не во всем актуально. Но даже у Sony родные объективы все равно работают немножко лучше. Потом я расскажу почему. Для всех остальных маунтов протокол вообще приходится расшифровывать методом проб и ошибок. И если старые Canon EF и Nikon F давно и хорошо изучены, то с новыми беззеркалками гораздо больше проблем. На Fuji, Canon RF и Nikon Z только в этом году появились сторонние автофокусные стекла, и то всего по паре объективов. Первые пробы редко бывают успешными, поэтому на сторонних объективах в ближайшие несколько лет неизбежны ошибки. Зависание камеры, глюки автофокуса и так далее. В каких-то режимах, обычно нестандартных, на каких-то камерах, обычно не самых популярных в модельном ряду, проблем наверняка не избежать. Выход новой камеры может вообще поставить объектив в тупик, мол, это что вообще, меня к такому не готовили. Родная оптика тоже не всегда работает идеально, но она уж точно будет работать со всеми будущими камерами. Да и проблем с зависаниями и глюками у нее будет намного меньше. Здесь важно, чтобы производитель имел техническую возможность обновить прошивку и, главное, хотел это делать. К Viltrox, к примеру, постоянно выходят новые прошивки. То автофокус улучшат, то проблему совместимости с какой-нибудь Fuji опять исправят. Для прошивки вам не нужна док-станция. Достаточно просто подключить через USB-кабель к компьютеру объектив. Он определится как внешний диск. Закинул туда новую прошивку, подождал и готово. Вот только не все проблемы правятся программно. Диаметр основания у 33 мм Viltrox чуть шире, чем у всех остальных объективов под Fuji. Никто и подумать не мог, что это может стать проблемой. Но Fuji, то ли так совпало, то ли специально, разместила кнопку разблокировки байонета на X Pro 3 так близко к креплению, что установить Viltrox на камеру нельзя просто механически. Другой момент – это что ваша камера знает про объектив. Во времена пленочных камер, что оптика видит, то на пленку и попадала, но в последнее время в процессе все больше и больше участвует процессор камеры. Современная оптика, даже самая дорогая, заточена на получение резкой, контрастной и интересной картинки, а геометрию и другие оптические недостатки часто правят программно. Шпеги в камере сразу идут со всеми этими исправлениями, а профиль коррекции RAW уже зашит во все редакторы. Но когда вы используете не родной объектив, камера не знает, как обрабатывать фотку. В этом случае шпеги с камеры идут со всеми недостатками, а профили для коррекции RAW вообще не всегда существуют. Поэтому, кстати, открытый протокол Sony все равно не поставит стороннюю оптику в один ряд с родной. Для 33 мм от Viltrox эта проблема актуальна, но не на 100%. Камера ничего действительно не правит, но объектив получился в плане оптики и так достаточно корректный. Дисторсия совсем небольшая. Винитирование уходит на F2, а до этого легко правится. Ну и если что, профили для Lightroom и Photoshop можно скачать с сайта Viltrox. Но оптическая коррекция – это не все. На Fuji настройка плавности автофокуса тоже, видимо, зависит от модели объектива. Объективы Canon через переходники и объективы Viltrox на разных настройках скорости автофокуса на Fuji работают одинаково. Возможно, проблема в том, что эту часть протокола пока не получилось расшифровать. А может быть, что настройки плавности автофокуса прописаны в камере отдельно под каждый объектив от Fuji. Не зная, что за зверь стоит на камере, она просто игнорирует эту настройку. В итоге, к сожалению, плавность автофокуса видео на неродных стеклах Fuji вы не настроите ни на этом Viltrox, не используя переходник Fringer. В свежей прошивке эту проблему исправили, и теперь скорость настройки автофокуса тоже настраивается.
А вот за что люди переживают больше всего, так это механическое качество изготовления сторонней оптики. Дешевый, нефирменный, быстро сломается. Если раньше это действительно часто было так, то сейчас даже недорогие китайские объективы в плане механики сделаны очень достойно. Технологии производства сегодня позволяют быстро, недорого и без серьезных косяков делать даже такие сложные вещи, как объективы. Защита от влаги не заявлена. Viltrox 33 мм 1.4 сделан почти полностью из металла, но при этом некий уровень недоверия все равно сохраняется. Поэтому на вторичном рынке цены на сторонние объективы падают больше и быстрее. Что же вы выиграете? Какие причины есть для покупки неродной оптики? В первую очередь, это, конечно же, цена. Сторонние объективы стоят существенно дешевле, чем их родные аналоги. 35-ка 1.4 у Fuji – это один из самых демократичных по цене светосильных фиксов. Даже он в 2 раза дороже Viltrox. Единственный объектив Fuji, который может конкурировать с Viltrox по цене – новый, полностью пластиковый 35 мм f2. Он максимально дешево сделан и, как по мне, годится только если вы вообще не планируете снимать его с камеры. Там даже байонет из пластика. Он просто не выдержит регулярного скручивания-накручивания. Во-вторых, неродная оптика может быть в чем-то даже лучше. Мы, например, так и не смогли найти на Fuji объектив для видео, чтобы и интересный, и фокус хороший. Объективы с хорошим фокусом на Fuji не очень интересны по картинке, а с интересной картинкой не очень подходят для видео из-за шумного и медленного автофокуса. Та же 35-ка 1.4 от Fuji. Это наш любимый объектив в системе, но видео быстрого автофокуса от него никак не получить. А вот 33-мм Viltrox одновременно рисунок дает достойный, и резкость показывает не хуже, и автофокус на видео тихий и плавный. Fujifilm всегда стояли немного в стороне от остальных. Canon и Nikon – это давние соперники, которые всегда делали оптику и камеры с оглядкой друг на друга. Sony решила взобраться по плечам головы. Fujifilm всегда стояли немного в стороне от остальных. Canon и Nikon – это давние соперники, которые всегда делали оптику и камеры с оглядкой друг на друга. Третья причина посмотреть на сторону – это, конечно же, разнообразие. Но не может один производитель полностью закрыть все ниши. Многочисленные пробелы в родных линейках закрываются сторонними производителями. Например, у Fuji всего 2 макрообъектива. Один из них может так называться только с натяжкой. Максимальный коэффициент увеличения 1 к 2. Такое себе макро. Второй 80 мм 2.8 полноценный 1 к 1 макро, но стоит больше $1000 и весит 800 грамм. Дешевле и легче? Сорян, есть только этот. А вот на стороне есть Laowa 65 мм 2.8. Резко, без косяков по оптике, макро аж 2 к 1, а цена и вес в 3 раза меньше. Подробнее об этом объективе смотрите в другом нашем видео. Ну а как вы относитесь к стеклам сторонних производителей? Любите? Избегаете? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и до встречи в новых видео. Next